Здравствуйте, мои дорогие! Я снова рада видеть вас на своем канале. Ну что, девчоночки, сегодня новый урок. Поехали! Сегодня мы с вами будем делать просто дизайн. Просто красивый, просто дизайн на тех ноготках, которые смоделировала моя ученица. Поэтому моделирование в данном ролике у нас не будет показано, а будет показана сразу же покраска и рисование дизайна. В данном случае покрываем одним из моих самых любимых красных оттенков. Гель-лак Blue Sky, 71 номер, ссылочку на него оставлю в описании. Девочки, цвет просто потрясающий, я уже покупаю третью банку этого оттенка. Его очень спокойненько можно уложить в один слой покрытия, но поскольку цвета в бутыльке осталось мало, капелька на кисть не набирается, я решила уложить его в два тонких слоя. Как обычно, первый уровень цвета не довожу совершенно никуда. Всю доводочку делаю на втором слое, потому что если я работаю именно в таком виде, у меня не остается разницы высот между слоями, которые потом бы пришлось заравнивать финишным покрытием. Потому что второй слой я завожу дальше, чем первый, и он заравнивается по высоте с первым уровнем. Надеюсь, я понятно объяснила. В общем, попробуйте хотя бы просто на типсинке сделать в следующем порядке. Первый слой не доводя и потом на втором слое доводясь, как я делаю. Или наоборот, доводить первый слой, а второй красить кое-как. И вы увидите разницу, что на втором слое у вас будет реально полоска из капли геля. Напишите мне в комментариях, кто будет проводить подобный опыт, права я или нет. Мы же тем временем покрываем все ноготочки под дизайн. В данном случае на безымянном пальчике делаем белый цвет полностью под прорисовочку дизайна. Сегодня в качестве клиентки у нас очень веселая девочка, которая попросила ей сделать змей. Почему ей захотелось именно такой дизайн, я, к сожалению, не знаю, но тем не менее, раз клиент захотел, мы нашли в Пинтересте картинку змеючек, которые нам понравились, и вырисовываемся. Начинаем вырисовываться с того, что создаем форму нашей будущей змеи из полупрозрачного черного гель-лака. Я смешала черный гель-лак с финишем, получила вот такую вот полупрозрачную смесь. И именно этой смесью вырисовываю форму своей будущей змеючки. Мне всегда проще рисовать именно таким образом, то есть мне очень сложно рисовать контуры правильно, а потом их заполнять в форму. Мне проще набрать сразу полную форму дизайна, да, посмотреть, чтобы он по форме был в целом похож, а потом его уже контурить. Именно по этой же причине я никогда практически не работаю с подмалевками, потому что мне сложно простым карандашом выполнить подмалевок контуров, потому что я их не вижу, я их не понимаю. А вот закрасить полностью форму и в ней уже потом находить то, что мне необходимо, для меня намного проще. Попробуйте и вы рисовать либо в такой технике, либо в такой, и определитесь, в какой технике вам рисовать удобнее.
Мы же тем временем набросали нашу змеючку, сделали ей более темные цвета в поворотах ее тела и в серединку змеючки вырисовываем красный цветочек. У нас будет такая себе змея в стиле тату, сейчас очень модные такие дизайны на ногтях, поэтому именно в этой стилистике мы с вами и поработаем. Вырисовываем цветочек в технике по-мокрому, мы задаем ему общую форму, расставляем тени и потом при помощи света будем вырисовывать самые светлые участки, то есть лепестки нашего цветка. Начинаем создавать светлые акценты, то есть лепесточки. Расставляем белый цвет и его растушевываем таким образом, чтобы у нас получилась плавная растушевка цвета из плотного в прозрачный. Именно благодаря вот этой растушевке у нас получится очень красивый объем у нашего цветочка. Вот эти вот, чем плавнее переходы цвета вы сделаете, тем интереснее и объемнее получится ваш цветок. Окончательно доделываем наш цветочек, высветляем лепесточки, берем белую красочку, контурим по нашим лепесткам очень тонкими линиями в самых светлых местах. И в принципе наш цветочек готов, дальше будем работать уже со змеей. На змеючке нам необходимо сделать контуры ее тела и опять же слегка доработать светотеневые места. То есть нам нужно полностью все это отконтурить и, возможно, где-то добавить еще более темные оттенки для того, чтобы показать темные места, и где-то высветлить для того, чтобы показать свет.
нашей змее геометрических линий, и она превратилась в композиционное решение. То есть именно линиями мы привязали нашу змею к поверхности нашего будущего ноготочка. Перекрываем финишным покрытием и поверх финиша добавляем немножечко белых бликов. К сожалению, они куда-то у меня потерялись, но я думаю, вы с этим справитесь. Вот такой потрясающий дизайн у нас получился. Да, этот дизайн подойдет не всем. Да, на змею на своих руках решится далеко не каждый. Но, тем не менее, даже если у вас есть такая смелая клиентка, вы можете ей предложить такой вариант. Поэтому обязательно попробуйте, потому что мастер, он на то и мастер, чтобы никогда своим клиентам ни в чем не отказывать. Я на сегодня с вами прощаюсь. Не забудьте поставить лайк. Встретимся в новых уроках. Всем до новых встреч. Пока!